Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Кто такие эндемики, мы все знаем. Для тех, кто только становится отпетыми натуралистами, напомню, это животные, которые отказываются жить вне родного дома. Для нашей сегодняшней гости таким домом стало одно из самых больших озер на планете – Байкал. Встречайте байкальскую нерпу или байкальского тюленя, одного из 3 пресноводных видов тюленя в мире, эндемика озера Байкал и просто реликтовый вид фауны. Байкальская нерпа принадлежит к семейству тюленей и образует отдельный вид. Пластоногое животное на Байкале довольно уникальное явление, ведь принято думать, что тюлени – коренные жители Арктики и Антарктики. Как произошло то, что данные животные попали в Восточную Сибирь, до сих пор остается для всех загадкой. Учеными высказывается мнение, что этот байкальский эндемик попал в озеро во времена ледникового периода из акватории Северного Ледовитого океана, проплыв по поймам Сибирской реки Енисея, а также Ангары. Стоит заметить, что ученые-ихтиологи считают, что по такому же пути совершил миграцию в Байкал еще один эндемик озера – омуль. По морфологическим и биологическим признакам байкальская нерпа близка к кольчатой нерпе, обитающей в морях Крайнего Севера и Дальнего Востока. Есть некоторые признаки сходства нерпы и с каспийским тюленем. Нерпу называют символом Байкала. Это интереснейший объект экологического туризма. Распространена нерпа по всему озеру, но особенно много ее в его северной и средней частях. Самым излюбленным местом обитания нерпы являются Ушканьи острова, находящиеся на территории национального парка Забайкальский. Там байкальская нерпа чувствует себя в полной безопасности и нежится, греясь под лучами ласкового солнца. Почему острова называются Ушканьями? Связано это с тем, что раньше байкальские рыбаки сравнивали нерпу за их быстроту и ловкость с зайцами, то есть с ушканами. В старину в Сибири так называли зайцев. Ушканьи острова – излюбленное место не только для ластоногих, но и туристов, которых целыми экскурсионными группами привозят сюда, чтобы понаблюдать за жизнью нерп. Во время, когда Байкал покрывается льдом, нерпы вкушают кислород через отдушины, которые заблаговременно устраивает еще осенью и не дают им замерзнуть в течение всей зимы. В марте-апреле, когда начинает пригревать солнце, нерпы часто выходят на поверхность льда и подолгу лежат у отдушины. Интересно, что способность делать продухи – это их врожденный инстинкт. Взрослые нерпы обычно достигают 170 сантиметров в длину и весят около 150 килограмм. Меню нерпы состоит, естественно, из рыбы, а точнее бычков. В год она съедает их около тонны. В поисках вкусненького нерпа ныряет на глубину до 200 метров и остается под водой до 20-25 минут. Нерпа – животинка очень любопытная и одновременно осторожная. Нередко она высовывает голову из воды вблизи судов и наблюдает за ними, но при первых признаках опасности уходит под воду. Какими бы неуклюжим и неповоротливым толстяком нерпа не казалась бы вне воды, в глубинах Байкала она способна развить скорость до 25 км в час. Перед вами весьма ловкий и не знающий устали пловец. Этот эндемик не встречается больше нигде Байкала. При этом нерпа весьма сообразительное и умное животное. Байкальские рыбаки их не особо любят. И вот почему нередки случаи, когда байкальский разбойник, приспосабливаясь к легкой жизни, следует за рыбаками
руками, опустошая поставленные рыбацкие сети, оставляя в них только дыры и недоеденные рыбьи головы. В то же время это очень осторожные существа. Услышав всплеск воды от лодочных весел или гул лодочного мотора, они тут же убираются восвояси. Наверное, такое поведение животных связано с тем, что подобные шумы когда-то были связаны только с их гибелью. Возвращаясь к сообразительности, стоит отметить, что иногда более опытные и менее сильные особи на лежбищах используют трюк с шумом плеска воды со своими сородичами, чтобы освободить себе место на солнышке. Для этого они начинают громко пошлепывать своими ластами по водной поверхности, издавая имитацию всплеска воды от лодочных весел, в результате чего некоторые из загорающих на камнях животных спешно ретируются, освобождая тем самым место для фокусника. Наблюдая за ними, можно заметить четкую иерархию, когда на отдельно лежащих байкальских валунах загорают сильные самцы. Особи помоложе располагаются тоже вместе, толкаясь друг с другом на больших камнях, а совсем зеленая молодежь предпочитает занимать место ближе к берегу у кромки воды. Кстати, в суровой русской тайге никто не обойдется и без врагов, разве что росомаха. Ролик о ней вы сможете найти в плейлисте семейства куньих. Ранней весной, пока наши тюленчики загорают на солнце, нерпа нередко становится добычей голодных медведей. Схватив свою добычу, взрослые медведи предпочитают уволочь ее подальше от берега в лес и спрятать про запас, поедая не спеша. Половая зрелость у байкальских тюленей наступает на 4-6 году жизни. Самочки не стареют и способны плодить нерпят аж до 45 лет. При этом эмбрион, развивающийся в утробе матери, перестает свое дальнейшее развитие, впадая в спячку. Такая спячка внутри организма матери может продолжаться в течение длительного времени, даже до следующего брачного периода. И в итоге на свет могут появиться 2 белька из разных пометов. Подобное рождение, когда захочется, довольно распространено среди животных. Так они помогают своим деткам не рождаться в голодные времена экономических кризисов. Вот нам бы так. Течение беременности длится в среднем 11 месяцев. Бельки обычно рождаются ранней весной и имеют красивый белоснежный мех, от чего, собственно, и произошло название бельки. Есть эвенкийское название детеныша кумуткан. Своеобразный камуфляж помогает молодым нерпятам в первые месяцы жизни оставаться незамеченными на снежном льду Байкала. Беременность нерп длится 11 месяцев. Щенятся самки в марте-апреле. Молоко матери этого млекопитающего очень питательно и обладает высоким содержанием жира до 60%, в связи с чем нерпята быстро набирают вес. С переходом на самостоятельное питание рыбой детеныши линяют. Мех постепенно приобретает серебристо-серый цвет, и у 2-3-месячных и более взрослых особей он становится буро-коричневым. Байкальская нерпа в среднем может прожить до 56 лет. Нерпа, к сожалению, является ценным объектом промысла. Она дает меховые шкуры, жир и мясо. Мясом нерпы кормят песцов, из меха изготавливают шапки, используют его для подбивки охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, особенно нежное мясо у молодых нерпят, а ласты нерпы, отваренные в воде, считаются лакомством. В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в мыловарении. В конце XIX века нерпичье сало главным образом использовали на золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают лечебным и употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка. В настоящее время ежегодно добывается 5-6 тысяч нерп. Однако с 1980 года было принято решение о запрещении промышленной добычи и о внесении вида в Красную книгу. На данный момент численность стабильно увеличивается. А как вы думаете, как нерпа, как и омуль, оказались на Байкале? Это ведь очень далеко
от тех мест, где обычно обитают тюлени. Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!